Здравствуйте, в эфире программа «Территория гласности». Сегодня ее веду я, Ксения Туркова, и у нас в гостях Илья Барабанов, редактор отдела политика журнала New Times. Добрый день, Илья. Добрый день. Я не успела свежий номер еще посмотреть, но пока ехала сюда в машине, услышала очередную новость об очередной вашей публикации, которая снова касается милиции. Да, речь идет о бывшем кинологе отряда ОМОНа «Зубр» Ларисе Крепковой. Это Щелковский ОМОН, он находится в прямом подчинении министру внутренних дел, его еще называют личной охраной министра Нургалиева. И Лариса Крепкова приехала к нам в редакцию и рассказала о том, как бойцы ОМОНа «Зубр» забирают с Ярославки приезжих гастарбайтеров, привозят их в отряд, привозят их на дачи высокопоставленных генералов и используют этот, по сути, рабский труд. И вот сегодня высокие генералы устроили пресс-конференцию, где в очередной раз заявили о том, что все это клевета, какой-то. Они вообще говорят, что это полностью вымысел. Я все думаю, как это можно все придумать так. Были уникальность этого материала в том, что, опять-таки же, впервые о проблеме заговорили не сторонние наблюдатели, а люди изнутри, из самой системы. То есть я так понимаю, что вот очередная публикация и очередной какой-то иск к вам будет? Или вообще в какой стадии сейчас находятся все эти судебные разбирательства? Вы знаете, это уже третья публикация в нашей серии материалов о ОМОНе, об отрядах милиции особого назначения. После каждого, вот на протяжении уже последнего месяца, ГУВД Москвы грозно трясет руками, обещает нам судебные иски, говорит о каком-то уголовном деле по клевете, о том, что будут защищать честь и достоинство московского ОМОНа. Я не говорю о том, что честь и достоинство ОМОНа для меня вообще является таким вопросом очень спорным, факт их наличия. Но до сих пор ни одного искового заявления редакция не получила. Я думаю, что в правом управлении сидят не самые глупые люди, которые, вот, наверное, они до сих пор сидят и пытаются этот иск сформулировать, потому что это должен быть какой-то очень смешной иск, на мой взгляд, довольно безумно оспаривать, там, например, тот факт, что московский ОМОН разгоняет марши несогласных. А за все это время вы получали какие-то угрозы, допустим? Ну, вы знаете, сразу после выхода первого материала, там, как известно, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в рекламной паузе один из генералов пообещал там разобраться с корреспондентами журнала. Вот, не знаю, что он имел в виду. Вот, если они не хотят вести дискуссию о проблеме, хотят там разбираться через суды, окей, но это вполне тоже цивилизованный метод, давайте разбираться через суды. Там, если вот мы ведем разговор в каком-то правовом поле, то в принципе тоже площадка. А каким может быть этот процесс, если он начнет? Я думаю, что туда придут и бывшие сотрудники этого спецподразделения, которые очень много нам пишут, звонят, поддерживают. Я думаю, что на самом деле для ГУВД Москвы, для руководства МВД, если бы они хоть немножко бы думали, то они бы постарались максимально избежать бы этого. А когда наш президент твердит на каждом углу о реформе МВД, вот, казалось бы, заявили о проблеме, давайте сядем, там, разберемся по полочкам, проведем проверку, действительно, там, устраним имеющиеся недостатки. А вместо этого генерал Суходольский говорит о проверке там, в 12 часов дня, уже в 2 часа дня эта проверка закончена. Вот так вот, если следить по хронологии. Мне, честно говоря, не очень понятна мотивация всех этих генералов, которые после каждой статьи устраивают какие-то публичные истерики, собирают там лояльную прессу и рассказывают о каком-то вот заговоре, выстраивают конспирологические теории и ищут какие-то третьи силы, которые пытаются раскачать лодку. Вместо того, чтобы начать серьезный разговор, начинается такая истерика. А планирует журнал продолжение еще вот этой серии? Конечно, я уже говорю, к нам постоянно приходят письма, звонки поступают, приходят все новые и новые люди. Мы будем еще дальше подробно рассказывать о собственной судьбе этого кинолога Ларисы Крепковой. Мы будем продолжать эту тему, потому что на наш взгляд, как раз на наш взгляд, если уж мы пытаемся говорить о реформе, то давайте говорить о ней серьезно, давайте говорить о недостатках в системе. Поэтому, если мы взяли за эту тему, мы ее, конечно, будем продолжать вести и рассказывать там все новые и новые истории. То есть пока есть история, вы будете ее вести? Мы неоднократно во всех своих материалах подчеркиваем. Эти люди, перед тем, как прийти к нам, они пишут и президенту, и в прокуратуру, и в службу собственной безопасности, и куда они только не пишут. То есть все эти шаги она прошла? Да. Пока, но их система им не отвечает. Единственный шанс, который у них есть, это прийти в СМИ, чтобы хоть как-то достучаться хоть до кого бы то ни было. А Лариса и остальные люди, которые к вам приходят, они боятся? Ну, вы знаете, вот учитывая то беспрецедентное давление, которое началось, например, на героев нашей первой публикации, там, действительно, некоторые из них испугались там действующего сотрудника батальона, 2-го батальона Московского ОМОНа, вообще отправили после этого в Чечню, когда он отказывался от своих слов. Отказался отказываться, да? То есть, да, там на него давили, но он отказывался, слава богу.
Лариса, я очень надеюсь, что с ней все будет хорошо, мы готовы всячески поддерживать. Она уже вчера заявила о том, что ей, в общем, терять нечего, она этих генералов не боится. Я продолжаю встречаться с теми же ОМОНовцами, сейчас этих встреч очень много. И вот это такое глубинное недовольство генералитетом, руководством страны, всем начальством, всей этой вертикалью, которая на них вот рядовых давит, оно очень ярко ощущается. На мой взгляд, вот руководство там, МВД, руководство государства, оно не очень трезво оценивает там, ситуацию в тех же силовых ведомствах. Вот это низинное недовольство, пока молчаливое, там, несколько людей вышли, но это пока все-таки единицы, оно очень сильно. И во что это может перерасти, на самом деле страшно себе представить. Я прочитала вот в предыдущем номере колонку Захара Прилепина, который говорит, что рано или поздно эти отложенные проблемы взорвутся. А как они могут взорваться? К чему это все может привести в итоге? Можно сделать какой-то прогноз? Но вот мы видим, например, о том, что поднимают тарифы ЖКХ, грубо говоря. И вот по стране уже второй месяц, это уже глупо отрицать, идет волна протеста по региону. 10 тысяч в Калининграде, 1500 в Архангельске, 1000 в Иркутске. И люди выходят, и выходят, и выходят, а сейчас там с наступлением весны, когда будет тепло, будет выходить еще больше. Это там низовой протест людей. Во что может вылиться протест людей в форме, облаченных властью, людей с оружием, людей, обученных в принципе, убивать, представить себе довольно страшно. А тут еще Прилепин вот что пишет, о том, что восстание все равно будет задавлено, а если проявится, то в каких-то других обстоятельствах, например, в ситуации государственного кризиса, когда подразделения вдруг откажутся подчиняться тому или иному неправомерному приказу. А вы как думаете, велика ли вероятность, что если оно будет, то оно будет задавлено? На мой взгляд, вот в словах Захара есть очень важная вещь. Вот с чего начинается реформа МВД у нас? С того, что сверху спускается новая уголовная статья об уголовной ответственности за отказ выполнять приказ руководства. То есть, если теперь сотрудник МВД откажется, грубо говоря, по приказу там, своего командира идти бить какую-нибудь бабушку на улице или вымогать с нее деньги, то ее можно привлечь по статье и упечь так лет на 5. Это идеальный способ расправиться там, со всякого рода недовольными, слишком самостоятельными, много думающими, задающими много вопросов. И эта реформа, о которой так долго толдычили, начинается с очередного закручивания гаек. Конечно, рано или поздно все это выльется в то, что найдутся порядочные люди в этой системе, которые очередной преступный приказ выполнять откажутся. И понимая, что им за это грозит уже уголовная ответственность, а не просто там штраф какой-нибудь, это может вылиться и в открытое противостояние. А чем оно завершится, один бог знает.